Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 17 марта. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Армия обороны Израиля подтвердила, что за последние 24 часа нанесла ряд ударов по Южному Ливану. Их целью был командный центр Хизбаллы и другие здания, используемые группировкой. По данным наших военных, командный центр принадлежал элитному подразделению Хизбалла «Радван». Далее цитирую. Наличие этих объектов террористической инфраструктуры являются вопиющим нарушением договоренности между Израилем и Ливаном. Цаль не допустит подобного рода деятельности и будет действовать против нее, говорят наши военные, добавляя, что Цаль будет наносить удары по вооруженным террористам на юге Ливана и будет действовать с целью устранения любой угрозы государству Израиль. Конец цитаты. В это же время хуситы из Йемена заявили, что готовы отвечать эскалацией на эскалацию после того, как Соединенные Штаты Америки нанесли удары по группировке, связанной с Ираном, из-за ее угроз возобновить атаки на суда в Красном море. Удары, как сообщил агентство Reuters, один из американских чиновников, могут продолжаться в течение нескольких недель. Они являются крупнейшей военной операцией США на Ближнем Востоке с тех пор, как в январе президент Дональд Трамп вступил в должность. Политбюро хуситов называет эти нападения, цитирую, военными преступлениями. Наши йеменские вооруженные силы полностью готовы ответить эскалацией на эскалацию, говорится в заявлении хуситов. Но несмотря на атаки США, йеменские хуситы прокомментировали, что прошлой ночью они совершили нападение на авианосец США в Красном море, спустя несколько часов после того, как началась военная операция против хуситов, цитирую. В ответ на эту агрессию США вооруженные силы провели свою операцию, направленную против американского авианосца и сопровождавших его военных кораблей, говорится в заявлении группировки, которая добавила, что запустила 18 ракет и беспилотник. И, как стало известно, ракета хуситов, запущенная из Йемена, упала ночью на Синайском полуострове в Египте, недалеко от прибрежного города Шарм-эль-Шейх. Армия обороны Израиля сейчас расследует, была ли эта ракета нацелена на Израиль, хотя пока не может этого подтвердить. Инцидент произошел на фоне масштабной бомбардировки США хуситов. Добавлю, что на прошлой неделе израильские ВВС уже повысили уровень готовности к возможным атакам хуситов, поскольку поддерживаемая Ираном группировка пригрозила возобновить ракетные атаки по Израилю и атаки беспилотниками. ВВС Израиля продолжает поддерживать готовность к возможным атакам, поскольку вчера вечером США начали масштабную бомбардировку Йемена. Глава корпуса стражи исламской революции Ирана пригрозил, цитирую, решительным ответом на любые атаки после того, как президент США Дональд Трамп предупредил Исламскую республику о необходимости прекратить поддержку йеменских хуситов, цитирую. Иран не будет вести войну, но если кто-то будет угрожать, он даст соответствующий решительный и убедительный ответ, заявил Хосейн Салами в телевизионной речи, которая транслировалась после ударов США по Йемену. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США прекратить удары по йеменским хуситам. По данным МИД России, Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, цитирую. В ответ на доводы американского представителя Сергей Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы и важность участия всех сторон в политическом диалоге с целью поиска решения, говорится в сообщении МИД. Еще раз напомню, что президент США Дональд Трамп в прошлую субботу начал масштабные удары по йеменским хуситам в ответ на нападение группировки на судоходство в Красном море. И далее главной теме выпуска.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу вызвал главу Шабак Ронена Бара на срочное совещание в свой кабинет и сообщил ему, что на этой неделе кабинет министров проголосует за его отстранение от должности, сообщает офис Нетаньягу. Голосование состоится на специальном заседании кабинета министров завтра во вторник, 18 марта. По данным 14-го телеканала израильского телевидения, это был непростой разговор. Хотя и Бар хотел в конечном итоге уйти в отставку из-за своих неудач в предотвращении атаки Хамас на Израиль 7 октября 2023 года, он, как говорят, сопротивлялся попыткам отстранить его, опасаясь, что согласие позволит Нетаньягу назначить на его место лояльного человека. В официальном письме юридический советник правительства Гали Барав-Миара сообщила премьер-министру Нетаньягу, что, цитирую, «невозможно инициировать процесс увольнения главы Шабак Ронена Бара до тех пор, пока не будут полностью изучены фактические и правовые основания, лежащие в основе вашего решения, а также ваши полномочия решать этот вопрос в настоящее время», говорит Гали Барав-Миара. Это связано с чрезвычайной чувствительностью вопроса, его беспрецедентным характером, опасениями, что процесс может быть омрачен незаконностью и конфликтом интересов, а также с тем, что роль главы Шабак не является личной доверенной должностью премьер-министра, говорит Гали Барав-Миара. В это же время министр юстиции Израиля Ярив Левин резко раскритиковал решение юридического советника правительства Гали Барав-Миары о том, что глава Шабак Ронен Бар не может быть отстранен от должности до проведения юридической проверки ее офисом. Далее цитирую Ярива Левина. Закон о Шабак прямо гласит, что правительство имеет право прекратить службу главы Шабак до окончания его срока. Этот закон должен быть известен и юридическому советнику правительства Гали Барав-Миаре. Если кто-то запутался, Израиль – это демократия, и все в нем, включая и юридического советника, подчиняются закону, продолжает Левин. Сейчас настал момент истины для всех нас, завершает Ярив Левин. В разгар словесной перепалки между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньягу и главой Шабак Роненом Баром анонимный израильский чиновник из канцелярии премьер-министра обрушился с критикой на Ронена Бара, заявив, что Бар, цитирую, «не понимает, кто кому подчиняются». Цепляющийся за власть глава Шабак Ронен Бар наносит вред Шабак и безопасности страны, говорит чиновник, добавляя, что ответ Бара Нетаньягу доказывает, что Бар должен уйти. Если у кого-то и были сомнения относительно настоятельной необходимости отстранения главы Шабак Ронена Бара от должности, продолжает чиновник, то теперь он получил окончательный ответ на это. Конец цитаты. Напомню, что ранее Ронен Бар заявил, что намерен продолжать исполнять свои обязанности до возвращения всех заложников, пока не завершит несколько деликатных расследований, вероятно связанных с канцелярией премьер-министра, и пока не будут готовы два его потенциальных преемника. Неназванный чиновник из канцелярии премьер-министра, которого цитируют израильские СМИ, также говорит, что Ронен Бар аналогичным образом решил и ночью 7 октября 2023 года кого не будить и кому не звонить. Глава Шабак повторяет ложь о том, что он предупреждал политический эшелон об атаке Хамас, в то время как протоколы доказывают совершенно противоположное, говорит чиновник. 1 октября 2023 года, за 7 дней до бойни Хамас, глава Шабак Ронен Бар заявил, что Хамас удалось сдержать и что ему следует предоставить экономические льготы для сохранения спокойствия. Конец цитаты. Добавлю, что расследование Шабак под руководством Ронена Бара выявило ряд недостатков, допущенных Шабак в связи со вторжением Хамас на юг Израиля 7 октября 2023 года. Но в основном служба безопасности Шабак под руководством Ронена Бара возложила вину на других и на давнюю политику правительства, такую как перевод катарских средств в контролируемый Хамас сектор Газа.
Но и глава Шабак Ронен Бар еще раз отреагировал на заявление премьер-министра Биньямина Нетаньягу о его отстранении от должности, заявив, что решение премьер-министра не связано с неудачами, произошедшими 7 октября. Цитирую: «Обязанность лояльности, возложенная на Шабак, прежде всего касается граждан Израиля. Это лежит в основе всех моих действий и решений», продолжает Бар. Ожидание премьер-министром обязанности личной лояльности, цель, которая противоречит общественным интересам, является принципиально незаконным ожиданием. Это противоречит закону о Шабак и государственным ценностям, которые руководят Шабак и ее членам, добавляет Ронен Бар. Бар отмечает, что внутреннее расследование Шабак всех неудач, которые привели к 7 октября, указывали на политику, проводимую правительством и человеком, который его возглавлял в течение многих лет, с акцентом на год, предшествовавший нападению. Расследование показало давнее и преднамеренное игнорирование политическим эшелоном предупреждений, завершает Ронен Бар. Ну и после того, как некоторые СМИ восприняли эту часть заявления как отказ Бара от увольнения, служба безопасности Шабак в своем заявлении разъяснила, что Бар сказал Нетаньягу на их встрече, что, цитирую, «какое бы решение не было принято, он будет уважать закон». Председатель партии Оцма Иудит Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич приветствуют заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу о том, что он намерен уволить главу Шабак Ронена Бара. Бен-Гвир говорит, что этот шаг следовало сделать давно, но лучше поздно, чем никогда, утверждая, что в демократической стране нет места чиновникам, которые ведут себя так по отношению к избранным должностным лицам. Правые должны поучиться у президента Трампа, как искоренить глубинное государство, добавляет Итамар Бен-Гвир. Назвав отставку Баром необходимым шагом, уже министр финансов Бецалель Смотрич заявляет, что хотя и Бар заслуживает благодарности нации, ему следовало бы взять на себя реальную ответственность и уйти в отставку по собственной инициативе более года назад, чтобы избавило бы от необходимости его увольнения. Ну и атаки на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу не прекращаются. Бывший глава службы безопасности Израиля Шабак Надав Аргаман также атаковал премьер-министра. Сообщается, что полиция вызовет Надава Аргамана на допрос по делу о предполагаемых угрозах в адрес премьер-министра Нетаньягу, после того, как Надав Аргаман заявил в телевизионном интервью, что у него есть информация, которая может скомпрометировать премьер-министра, и пригрозил обнародовать ее, если Нетаньягу нарушит закон. Аргаман не уточнил, о каких именно действиях идет речь, но, по-видимому, имел в виду, как он утверждает, попытки Нетаньягу подорвать верховенство закона посредством принятия законов и увольнения различных должностных лиц, включая и нынешнего главу Шабак Ронена Бара. Биньямин Нетаньягу написал жалобу в полицию, утверждая, что Аргаман угрожает и шантажирует действующего премьер-министра. Как нам стало известно, высокопоставленный военный армии обороны Израиля потерял совершенно секретные военные документы на парковке в Рамат-Гане. Документы нашел прохожий, который передал их сотруднику охраны соседнего здания, который в свою очередь и сообщил об этом в полицию и в армию обороны Израиля. В ЦАЛе прокомментировали, что расследовали этот инцидент и обнаружили, что бригадный генерал запаса случайно выронил документы, выходя из своей машины. Серьезность инцидента еще больше усугубляется тем, что эти документы не должны были вывозиться из базы. Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой в помощи в розыске 57-летнего Авраама Коэна. Он проживает в центре страны. Приметы пропавшего: рост 1,80 м, темные глаза, короткие волосы. Всех, кому что-либо известно о пропавшем Аврааме Коэне, просят сообщить в полицию Израиля по номеру 100. Фотографию пропавшего вы видите сейчас в видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. Подключайтесь к прямому эфиру видеоверсии наших новостей.
Также напомню, что в начале недели мы рассказывали о 4 пропавших. На момент выхода наших новостей в эфир они не найдены. В выпуске под номером 916 все подробности их исчезновения. Посмотрите обязательно. Напоминаем о мошенниках, которые используют идентичные обложки видео и название видео, как у Радио Нария. Кроме этого, мошенники распространяют ложь, начинают войны в разных странах, сообщают, что премьер-министрами Израиля будут новые люди и многое другое. Не смотрите фейки и ложь. На оригинальном канале Радио Нария на обложке видео указано, что это Радио Нария. Также такая информация есть и на нашем резервном канале. Там на обложке видео написано, что это Радио Нария. Уже совсем скоро мы покажем лица мошенников, которые воруют чужой контент и обманывают общественность фейковыми новостями. Их цель – заработать деньги на ваших просмотрах. Когда же люди комментируют и сообщают об обмане, мошенники отвечают под своими видео в комментариях и предлагают понюхать, цитирую, портянки или идти на все 4 стороны. В ближайшее время фейковый канал будет заблокирован. Ну а красавцев-фейкометов увидит вся страна. Вся оперативная информация в нашем телеграм-канале. Подпишитесь уже сейчас. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Если смотрите нас по телевизору, отсканируйте телефоном QR-код, который вы сейчас видите на своих экранах. Если же вы хотите поддержать Радио Нария, сделать это очень просто. Важно подписаться на наш YouTube-канал. Нажмите на кнопку «Подписаться». Также под видео нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Также благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Реклама. Эксклюзивная реклама на Радио Нария. Пиши эфир@радионария.ком. Реклама работает. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, во вторник, 18 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.